Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу предложить вашему вниманию 5 рецептов выпечки с шоколадом. Среди них торт Прага и торт Пьяная вишня. Это настоящая классика шоколадных тортов, которые любят и знают все. А также великолепный шоколадный рулет трюфель. Он очень вкусный и выглядит эффектно. Также влажный и сочный торт без крема с насыщенным шоколадным вкусом. И очень красивый и нежный торт «Волна». Он выглядит необычно и получается очень нарядный. Все эти десерты готовятся просто, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. Обязательно пишите о ваших предпочтениях в комментариях. Предлагаю приготовить настоящую классику. Это торт Прага. Мне кажется, этот торт любят все. Он нежный, влажный и очень шоколадный. И в его приготовлении в принципе нет ничего сложного. И поэтому это беспроигрышный вариант десерта для праздничного стола. Выпекать бисквит я буду в разъемном кольце диаметр 20 см. Дно плотно закрыла фольгой. Поставила кольцо на противень. И также на дно выкладываю пергаментную бумагу. Смазываю бока и дно кусочком сливочного масла. И приклеиваю на него пергаментную бумагу по бокам. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, вливаю растительное, добавляю соль и сахар. Хорошо взбиваю миксером примерно 3-4 минуты в пышную светлую массу. Теперь по одному добавляю яйца и каждый раз хорошо перемешиваю. Добавляю экстракт ванили и 1 чайную ложку уксуса. Просеиваю муку, какао, разрыхлитель и соду. И также для усиления вкуса и аромата добавлю 1 чайную ложку растворимого кофе. Просеиваю примерно половину сухих ингредиентов и вливаю теплое молоко. Перемешиваю. Просеиваю оставшиеся сухие ингредиенты, перемешиваю до однородности. Переливаю тесто в форму и разравниваю. Отправляю в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 60-70 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю готовность бисквита. Извлекаю его из формы. Оставляю остывать на решетке. Потом его можно завернуть в пищевую пленку и оставить на дозревание на 6-8 часов. Тогда он будет еще вкуснее. Но в принципе с ним сразу можно собирать торт. Готовлю крем. В сотейник вливаю молоко и добавляю сгущенку. Перемешиваю, довожу смесь до кипения. В миску разбиваю яйца, добавляю соль, перемешиваю. Всыпаю кукурузный крахмал. Перемешиваю до однородности. Часть горячего молока вливаю в яичную смесь при постоянном помешивании. Оставшееся молоко возвращаю обратно на плиту и вливаю в него полученную смесь. Все время перемешивая, варю заварной крем, пока он загустеет и закипит. Снимаю крем с плиты и продолжаю еще перемешивать, так как кастрюля горячая. Добавляю экстракт ванили, перемешиваю. Переливаю крем в миску. Закрываю пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. У бисквита срезаю верхнюю шапочку, из нее сделаю крошку для украшения. Разрезаю бисквит на 3 коржа. Я разрезаю при помощи нити. Делаю пропитку для коржей. В теплую кипяченую воду добавляю сгущенку, перемешиваю и добавляю ликер. Когда заварная основа остыла, она у меня даже стояла в холодильнике, заканчиваю приготовление крема. В миску выкладываю мягкое сливочное масло и взбиваю примерно 3-4 минуты, чтобы оно стало пышным и светлым. Также перемешиваю заварной крем. И понемногу добавляю его в масло. И каждый раз хорошо перемешиваю. Получился очень нежный крем. И теперь в него просеиваю какао и перемешиваю. Шоколадный крем готов, он очень вкусный.
Собираю торт. Выкладываю первый корж на тарелку. Пропитываю его пропиткой. Выкладываю сверху примерно половину крема. Разравниваю. Немного крема я предварительно отложила, чтобы промазать бока торта. Сверху выкладываю второй корж. Пропитываю пропиткой. И выкладываю вторую часть крема. Разравниваю. Сверху выкладываю третий корж. Выравниваю бока и слегка промазываю их кремом. Пропитываю верхний корж пропиткой. Из обрезков коржа делаю крошку. Верх торта и бока промазываю абрикосовым джемом. Готовлю глазурь. В шоколад добавляю сливочное масло и прогреваю в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешиваю. Выливаю сверху на торт глазурь. Бока торта обсыпаю крошкой. И также я сделаю сверху небольшой рисунок из растопленного шоколада. Отправляю торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы крем стабилизировался и застыла глазурь. Можно оставить его на ночь. Этот торт получается с насыщенным шоколадным вкусом, и он очень нежный и влажный. Торт Прага – один из самых любимых десертов. Также хочу предложить вашему вниманию очень вкусный влажный шоколадный пирог, как торт, без крема. Готовится он быстро и просто. Каждый кусочек этого торта буквально тает во рту. Разбиваю в миску яйца. Всыпаю сахар и соль, добавляю экстракт ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. Добавляю сметану. Перемешиваю. Вливаю растительное масло. В полученную смесь просеиваю муку, какао, разрыхлитель и соду. Перемешиваю до однородности. Я подготовила форму 20 на 20 см, выстелила пергаментной бумагой. Выливаю тесто в форму. Разравниваю и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовлю пропитку. В чашку всыпаю какао и наливаю немного молока. Перемешиваю до однородности. Добавляю сгущенку. И вливаю оставшееся молоко. Перемешиваю. Корж испекся. Проверяю готовность. Вилкой делаю проколы, чтобы хорошо впитывалась пропитка. И выливаю ее сверху на корж. Оставляю до полного остывания. Готовлю шоколадную глазурь. В шоколад вливаю сливки и растапливаю в микроволновке короткими импульсами примерно по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. Теперь добавляю сливочное масло и перемешиваю до однородности. Остывший корж извлекаю из формы и обрезаю бока. Переворачиваю его на тарелку, снимаю пергаментную бумагу. Поливаю шоколадной глазурью, разравниваю. И очень сочный, влажный шоколадный торт без крема готов. Он очень вкусный, такой насыщенно шоколадный. Я предлагаю приготовить вкуснейший торт «Пьяная вишня». Он выглядит эффектно, а готовится проще простого. Он получается такой влажный, и у него насыщенный шоколадный вкус. Я уверена, такой торт станет действительно украшением праздничного стола. Выпекать корж я буду в разъемном кольце, диаметр 20 см.
Оборачиваю дно фольгой и также выкладываю пергаментную бумагу. Переставляю форму в противень. В муку всыпаю какао, добавляю разрыхлитель, перемешиваю. Разделяю белки и желтки у яиц. Посуда, в которой взбиваем белки, обязательно должна быть чистая и сухая. В белки добавляю соль и начинаю взбивать. Постепенно всыпаю сахар. Сахар лучше использовать мелкокристаллический. Белки взбиваю до мягких пиков. И теперь в эту воздушную массу по одному добавляю желтки и хорошо перемешиваю. Получается очень пышная воздушная масса. След от венчика не растекается. Добавляю экстракт ванили, перемешиваю. Теперь просеиваю в несколько приемов муку с какао и аккуратно перемешиваю лопаткой сверху вниз, чтобы сохранить всю пышность. Получилось очень воздушное шоколадное тесто. Выливаю его в форму и разравниваю. Отправляю в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Бисквит готов, оставляю его на 10 минут в выключенной духовке. Извлекаю из формы и оставляю остывать на решетке. Рекомендую бисквит приготовить заранее. Так он отлежится и будет еще вкуснее. У бисквита срезаю верхнюю шапочку. Толщина примерно 1 см. Теперь аккуратно вырезаю мякиш, отступая от края примерно 1 см. Кусочки бисквита перекладываю в миску. Получилась вот такая чаша из бисквита. Откладываю немного бисквита для украшения. Буду делать из него крошку. Оставшуюся большую часть измельчаю. В миску выкладываю черный шоколад, сливочное масло и сгущенку. Буду прогревать в микроволновке короткими импульсами и перемешивать, чтобы шоколад не свернулся. Масса полностью стала однородной, и я добавляю в нее размороженную вишню вместе с соком. И добавляю ликер. Хорошо перемешиваю. Вместо ликера можно добавить коньяк. И теперь полученную массу выливаю в миску с кусочками бисквита. Перемешиваю. И все перекладываю в чашу из бисквита. Хорошо все прижимаю, утрамбовываю, закрываю верхушкой и сам торт закрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник для пропитки на 8-12 часов. Обычно я готовлю такой торт на ночь. Теперь осталось торт украсить. Конечно, вы можете это делать по своему вкусу. Я готовлю шоколадную глазурь. Добавляю шоколад в сливки и прогреваю в микроволновке короткими импульсами, каждый раз хорошо перемешивая. Когда весь шоколад расплавился, добавляю сливочное масло, перемешиваю. Часть глазури выливаю сверху на торт и разравниваю. Промазываю бока торта. У меня осталась примерно половина глазури. Из нее я буду делать крем для украшения. Отправляю ее в холодильник примерно на 10-15 минут. Бока торта украшаю крошкой, которую я сделала из отложенных кусочков бисквита. Торт отправляю на 10 минут в холодильник, чтобы застыла глазурь. Готовлю крем для украшения. Остывшую глазурь взбиваю до плотных пиков миксером. Получился нежный шоколадный крем. Перекладываю его в кондитерский мешок и украшаю торт. Торт получается очень красивый и вкусный. Это замечательный нежный десерт для новогоднего праздничного стола. Хочу поделиться с вами рецептом удивительно красивого и вкусного торта «Волна». Торт выглядит очень эффектно благодаря двум видам теста – воздушного и нежного белкового и влажного, как брауни шоколадного. Этот торт не требует пропитки.
но его вкус прекрасно дополняет легкий сливочный крем. Это великолепное сочетание. Готовится он просто и быстро, и, думаю, сможет удивить всех своим изысканным вкусом. Подготовила форму. Размер 28 на 18 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой и слегка смажу растительным маслом без запаха. Также сразу для белкового теста я подготовила кондитерский мешок с обычной круглой насадкой. Так это тесто легче будет отсаживать. Можно, конечно, просто воспользоваться плотным пакетом, либо выкладывать тесто ложкой. В чистую сухую миску вливаю белки от 4 крупных яиц. Добавляю щепотку соли и взбиваю миксером до появления легкой пены. Вес одного яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. Теперь постепенно в 3 приема добавляю сахар, продолжаю взбивать, постепенно увеличивая скорость миксера. Белки я взбиваю до крепких устойчивых пиков. Вливаю в белки лимонный сок и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. Перемешиваю. Просеиваю кукурузный крахмал. Лучше всего использовать именно кукурузный крахмал, не картофельный. Тогда это тесто получается вкуснее. И также для рецепта я использую миндальную муку. Если вы не хотите использовать миндальную муку, можно заменить ее таким же количеством крахмала. И теперь все аккуратно перемешиваю лопаткой. Должно получиться вот такое очень легкое и воздушное белковое тесто. Перекладываю его в кондитерский мешок. Для приготовления шоколадного теста разбиваю в миску 2 яйца и добавляю 4 желтка, соль и всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу. Добавляю сметану. Можно использовать сметану любой жирности. Перемешиваю. Вливаю растительное масло без запаха. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. Просеиваю муку, какао и разрыхлитель для теста. Сначала немного все перемешиваю лопаткой и теперь перемешиваю миксером. Обязательно все подбираю со стенок миски, чтобы не было непромеса. Получается вот такое негустое тесто. Переливаю его в подготовленную форму. И теперь при помощи кондитерского мешка ввожу в шоколадное тесто белковое. Прямо выдавливаю его внутрь. Я это делаю на таком небольшом расстоянии друг от друга. Можно это делать в хаотичном порядке, как вам больше нравится. И таким образом распределяю все белковое тесто внутри шоколадного. Теперь беру ложку и обратной стороной провожу по тесту вот такие бороздки. И теперь поперек. Тесто немного стряхиваю, чтобы оно распределилось более равномерно. И отправляю форму в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж я достала из духовки. Как видите, я его прикрывала фольгой, чтобы он слишком сильно не подпекся сверху. Обязательно проверяю готовность. Теперь корж извлекаю из формы и оставляю до полного остывания. Когда пирог полностью остыл, обрежу бока. Посмотрите, какой он получается красивый в разрезе. Вот эти краешки, они очень вкусные. Снимаю корж с пергаментной бумаги, перекладываю на тарелку. Выглядит он уже прекрасно. Если вы не хотите, вы можете его дополнительно ничем не украшать и просто так подавать к столу. Я же хочу его сделать более интересным и дополнить взбитыми сливками. В холодные жирные сливки жирностью не менее чем 33% добавляю сахарную пудру и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Хорошо взбиваю до плотных пиков. Выкладываю взбитые сливки сверху на корж и хорошо все разравниваю. Для этого торта не нужна пропитка, его можно сразу подавать к столу.
Посмотрите, какая красота уже получается. И я сейчас сверху еще все присыплю какао-порошком. Этот торт очень легко приготовить, и получается он удивительно красивый и вкусный. Также хочу предложить вашему вниманию вкуснейший шоколадный рулет «Трюфель», как трюфельные конфеты. Он очень прост в приготовлении и выглядит эффектно. Противень размер 32 на 42 см выстелила пергаментной бумагой и слегка смазываю растительным маслом. В муку всыпаю какао, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Перемешиваю. В миску разбиваю яйца. Добавляю соль и сахар. Взбиваю в пышную светлую массу примерно в течение 7-8 минут. Добавляю экстракт ванили. Тонкой струйкой вливаю растительное масло и перемешиваю. В 3 приема просеиваю сухие ингредиенты и аккуратно вмешиваю венчиком, чтобы сохранилась пышность. Получилось очень воздушное тесто. Выливаю его на противень и разравниваю. И отправляю все выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Не пересушивайте тесто. Проверяю готовность бисквита. Снимаю его с противня. Слегка присыпаю сахарной пудрой, накрываю пергаментом и переворачиваю. Снимаю пергаментную бумагу. И еще теплый бисквит сворачиваю в рулет и оставляю остывать. Готовлю крем. Растоплю в микроволновке шоколад короткими импульсами, примерно по 10-15 секунд каждый раз, хорошо перемешиваю. Теплый, не горячий шоколад вливаю в сливки. Немного сразу перемешиваю. Добавляю сахарную пудру, какао и маскарпоне. И все взбиваю миксером до плотных пиков. Получился очень вкусный шоколадный крем. Готовлю пропитку для бисквита. В воду всыпаю сахар и растворимый кофе. Перемешиваю. Разворачиваю бисквит. Пропитываю его пропиткой. Сверху выкладываю крем и разравниваю. Чуть больше крема оставляю с той стороны, с которой буду начинать сворачивать рулет. Печенье савойярди окунаю в кофейную пропитку и выкладываю сверху на крем. И теперь сворачиваю рулет при помощи пергаментной бумаги. Весь рулет заворачиваю в пергамент и отправляю в холодильник примерно на 5-6 часов для стабилизации крема. Для приготовления шоколадной глазури в шоколад вливаю сливки и растапливаю в микроволновке короткими импульсами до однородности. Каждый раз хорошо перемешиваю. Покрываю глазурью рулет. И сверху делаю рисунок. Отправляю рулет на 10 минут в холодильник, чтобы застыла глазурь. Обрезаю бока у рулета и сверху по желанию его еще можно присыпать какао, как конфеты трюфель. Рулет получается очень нежный, влажный и насыщенно шоколадный. Друзья, я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Пишите в комментариях, какой шоколадный десерт вы бы приготовили на свой праздничный стол. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.